Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория за 28 дней, месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкций. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения
того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать. Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул, так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настройка окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным байпас-режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт. Действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. А когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play.
и Google должен дать мне ответ вот, ну, в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится. А я работаю только в том окружении, которое показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Ну что, я вас поздравляю, вы можете меня поздравить. Статус приложения published. Но мы не доверяем системе и проверяем ее, насколько действительно это приложение мобильное, наше гибридное, Android и Apple published. И если я перешел в вкладку там, где я залогинен как тестер, то там вот видно вот такое вот. Уже она в поиске есть, но при этом you are an internal, вы внешний тестировщик. Это приложение может быть небезопасно или нестабильным. Вот так вот мне показывается, если я залогинен из аккаунта, где я тестировщик этого приложения, и я решил проверить из другого аккаунта, там, где, ну, никак я не связан и не являюсь, тестировщиком, никак не добавлен. Я захожу, запускаю поиск, и этого приложения здесь нету. То есть, с одной стороны, вроде бы какая-то маленькая победа есть, что не вернули назад, никаких правок не было. Мы там, если вы помните, иконку там выбирали, там больше часа, баги всякие там записывали, видео им информационное записывали. Кстати, я посмотрел видео, так никто и не смотрел. То есть, ну вот, допустим, наши видео, которые мы для них записали 18 числа, и 0 просмотров. То есть непонятно, всем фиолетово было, как работает приложение, как оно шевелится, и одобрили так. Ну, то есть роботы там какие-то сразу анализируют код, мне сразу выплюнули обратно ошибки там по использованию библиотеки, которая скоро будет уже не поддерживаться Гуглом, то есть роботы уже автоматически, алгоритмы все проверили, поэтому, ну, я так понимаю, что это обязательный шаг, который я должен сделать, но это не обязательный шаг, который они должны сделать для публикации. Вот. И теперь давайте разбираться, то есть, что тут такого, как так произошло, что с одной стороны вроде бы публикация есть, а с другой стороны вроде бы и как бы ее и нету. Так что сейчас будем именно с этим разбираться. И это и спросим у наших искусственных интеллектов. Пусть они нам ответят, особенно Google, потому что это их площадка. Пусть он отдувается за всех. Что за дела? Как так? Давайте везде скопируем эту картинку нашу. Я сейчас давайте включу overlay наш. Так, overlay включен. Ну и что там? Я как? Включил картинку. Да, Ctrl-C нажал. Ctrl-V нажимаю, оно просто не срабатывает. Почему? Вот захожу, вот downloads. Вот эта картинка, вот Ctrl-C. Наконец-то вставилась. Да, у меня параллельно ведется разработка хакатона, так что если вы будете видеть там какие-то тестирования, то не обращайте внимания. Ну и что-нибудь надиктуем ему, да? Скажи, пожалуйста, я не до конца понимаю, что за дела. Если тестировщик заходит и смотрит, то в Google Play уже есть приложение, но если заходит обычный пользователь, то он не видит этого приложения. Какой следующий мой шаг, чтобы все пользователи интернета имели возможность скачивать это приложение и им пользоваться?
Ну и давайте сделаем еще вот такой вот скриншот из Google Play консоли, где написано, что оно уже published. Я думаю, чтобы лишнего не цеплять. Или ладно, давайте зацепим побольше. Может быть, он скажет наоборот, что давай информации побольше. Давайте сюда это вставим. Да, мы видим, что другая картинка. Тут вроде бы тоже другая картинка, тут тоже другая картинка. И получается, надиктованное достаточно. Доказывать, что другой аккаунт точно не видит этого, не будем. Просто пустим поиск по 3 искусственным интеллектам. Cloud Code Opus 5. Google не показывает. Google 3.1 Pro. И GPT, какую модель? Высокая. GPT 5.6 Sol. Высокий степень вовлеченности. Он начал искать по Apple, но у нас здесь речь о Play Market Google, поэтому он уже явно что-то не то ищет. Так, Google что правильно найдет, а Клауда еще думает. Давайте читать тогда нашего Гугла. Судя по предоставленным скриншотам, ваше приложение уже успешно опубликовано в рабочей версии Production, но есть 2 причины, из-за которых вы видите тестовую версию, а многие обычные пользователи вообще не могут найти приложение. Вот детальный разбор ситуации и шаги для ее решения. 1. Почему вы видите надпись Internal Beta? На скриншоте фото нижнее подчеркивание 2026.07, 30 нижнее подчеркивание 02, 59.00.jpg есть предупреждение. ERN Internal Tester. Это понятно, что есть такое предупреждение. Только какого черта оно там есть, это предупреждение? Google Play устроен так, что если ваш Google аккаунт добавлен в список тестировщиков, в данном случае, внутреннего тестирования, магазин всегда будет показывать вам именно тестовую сборку. Обычные пользователи, которых нет в этом списке, эту надпись не увидят, им будет отдаваться стабильная версия. Production. Как увидеть-то, что видят обычные пользователи? Вы можете выйти из программы тестирования. Обычно на странице приложения в Google Play. Если прокрутить немного вниз, есть кнопка «Leave» «Покинуть». Или просто открыть ссылку на приложение в режиме инкогнито в браузере, без авторизации в Google. Он отвечает на какую-то дичь. То есть он проанализировал первый объект, который мы ему предоставили. Мы ему предоставили картинку, где я внутренний тестировщик, и он рассказывает по ней. Но вот то, что остальные ничего не видят, и вот почему приложение не видят остальные, давайте вот это послушаем, потому что это важнее. Это то, что я спрашивал первое, я вообще не спрашивал. Два. Почему приложение не видят остальные? И как это исправить? Главная причина скрывается на втором скриншоте image нижнее подчеркивание b97b66.png. В разделе изменений для Production. Рабочая версия. В строке Countries Regions указано. От 1 Country Region. United States. Это означает, что вы выпустили приложение в релиз, но ограничили его доступность только одной страной. США. Любой пользователь, чей аккаунт Google Play зарегистрирован в другой стране, не сможет найти и скачать ваше приложение. Ваш следующий шаг, чтобы приложение было доступно всем. Вам нужно расширить географию распространения релиза. Для этого, откройте Google Play Console и выберите ваше приложение. В левом меню, в разделе «Релиз», «Тестирование и выпуск», перейдите в Production, «Рабочая версия», перейдите на вкладку Countries, Regions, «Страны и регионы», нажмите кнопку от Countries, Regions, «Добавить страны, регионы», в открывшемся списке выберите все страны, или отметьте конкретные регионы, где хотите быть доступны, и нажмите Save, Add, «Сохранить, добавить». После этого Google Play Console может потребовать отправить эти изменения на проверку. Перейти в Publishing Overview и нажать Send for Review, как только эти изменения будут одобрены и применены. Обычно это занимает от пары часов до пары дней. Приложение станет доступно для скачивания пользователям по всему миру. Вот это действительно правда. То есть вот этот аккаунт, через который я пытаюсь найти это приложение, он не подвязан под США.
И поэтому я это приложение здесь и не вижу. Класс. Ну, то есть, действительно, уже доступно прямо живым людям. Я прямо аж даже и не верю. Ну, радуюсь и не верю. То есть, вижу published, но класс. Так, как бы это тестировать? Сейчас надо, получается, посмотреть, какой у меня аккаунт зарегистрирован под США. Окей, пауза. Это остальных не читаем. Так, я вроде бы зашел в аккаунт, который должен быть именно привязан к США. Давайте попробуем найти в нем наше приложение. Будет удивительно и классно, если получится. Ура! Ой, я не знаю, я очень рад. Получилось опубликовать. Смотрите, какая красивая картинка. Я не знаю, мне нравится. То есть вот четко здесь показано iwaskidnapped.com. Ну, допустим, по сравнению с этими, мне как-то, да, сильно больше нравится. Вот это прикольно сделано с точки зрения, что здесь есть видео, которое можно посмотреть. Так что вот это вот мой следующий шаг роста и развития. Но я хотел посмотреть, вообще Google опубликует у себя в Google Play приложение или выкатит вот такой вот список штук, которые надо исправить. Ну что, я жутко рад. У нас уже есть в продакшене приложения, которые можно скачать уже из Play Market. Вообще все по-настоящему. Какие мы молодцы, я не знаю. Я в шоке. Описание. Причем он автоматически переводит мне на русский язык. Описание это на английском было. Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчикам и в будущем может измениться. Это не все. Описание, то есть описание вроде бы больше должно быть. Давайте глянем скриншоты. Последовательность правильная. Скриншоты правдивые. Ну, отлично. Мне все нравится. Мне все очень-очень-очень нравится. Теперь уже можно... Количество скачиваний 0. Вот. Надо будет работать над этим показателем. Количество скачиваний 0. Вот. Но вообще это супер классно. И отлично. Тогда надо подумать, какой следующий шаг будет. Выкатить это в Apple или заниматься маркетингом. В общем, вот такие вот новости будни веб-код-блогера мы делали достаточно долго. Мобильное приложение, плейлист, давайте, где это есть. Ctrl-F, гибрид. Да, вот создание гибридного Android Apple мобильного приложения. И здесь сколько? 48 видео. 48 видео. Мы пилили это мобильное приложение, и оно уже в Play Market. Только для США, да, то есть вот надо расширить до других стран и посмотреть, где там законодательство позволяет. Ну, по-моему, в некоторых странах там нужно иметь локальный сервак,
для того, чтобы локальные данные этого государства не утекали никуда дальше. То есть, если вот эти такие вот ограничения там есть законодательные в какой-то стране, то тогда, получается, надо будет соблюдать или просто исключить эти страны из возможности скачивания. Тогда не будет никакой головной боли, а уже когда будут посетители, будут уже какие-то деньги, то тогда можно развиваться инфраструктурно. Соединенные Штаты, русский язык общения. Ну что, желаю вам тоже выпустить в продакшн ваш IT-продукт и повышайте вашу IT-насмотренность вместе с каналом Веб-код. Будни Веб-код блогера. Желаю создавать IT-продукты, и пусть они будут загребать миллиарды в долларах. Желаю вам финансового благополучия.